Здравствуйте, самые лучшие зрители! Меня зовут Полина. Какие только техники работы с лоскутками мы не изучали. А сегодня у нас судорожные лоскутки. Нет, они не больные. Они просто самой разной формы и размера. Шьем крамп-квилт. Наша задача все эти кусочки соединить в большое полотно. Ничего заранее не выкраиваем. Какие есть обрезки, с теми работаем. Для начала мы все кусочки сшиваем попарно. Определяем стороны, по которым идет наибольшее совпадение, и шьем. И, конечно же, стараемся располагать лоскутки так, чтобы у продолжения получилась прямая линия. Думаю, что все мы любим собирать такие текстильные мозаики из маленьких кусочков ткани. Но и новые материалы нам тоже нужны. Очень удобно пользоваться интернет-магазином «Любимый Василек». Заглядываем в отдел ткани на отрез. Смотрите, какой шикарный полулен Герберы. Есть и другие расцветки. Хорошая благородная ткань с шириной 1,5 метра. А любители советской классики наверняка порадуются полульну жаккарду «Нежная фиалка». Обожаю кухонные полотенца из такой ткани. Да, девочки, о доме надо думать, о доме. Сейчас домашняя одежда, платья-халатики выглядят очень мило и красиво. Вы же знаете мою любовь к хорошему постельному белью. Хорошо, что можно заказать отдельно и наволочки нужного размера, и простыни на резинке из такого же материала. Это мой любимый перкаль. Также отдельно приобрела пододеяльник. А вот подросткам хочется постельное белье необычной расцветки. Бананас. А для себя любимой выбрала кожаные утепленные леггинсы. Они плотные, но хорошо тянутся. Будем щеголять в обновках. Вот сейчас думаю, обходился ли у меня хоть один заказ без носочков. В этот раз будем гадать на носках, как на ромашках. Правый или левый носочек. Да, и еще мое самое крупное приобретение – большая подушка. Внутри силиконизированное волокно, очень плотное и упругое. Кстати, для всех моих подписчиков по промокоду POLY10 действует скидка 10% на ткани на отрез. Отшитые пары разворачиваем и смотрим, как их можно соединить дальше. Следим за тем, чтобы рядом располагались ткани разного цвета. На следующем этапе собираем вместе уже более крупные блоки. Знаете, девочки, в традиционном пэтчворке стараются придерживаться рисунка, тщательно следят за стыковкой уголков. Здесь всего этого не нужно. Чем больше будут биться в судороге ваши лоскутки, тем более интересным получится готовое полотно.
Между прочим, специально шить такой хаос не так легко, как кажется. Это постараться надо. Если всегда шьешь ровно, то криво уже так просто не получится. Главное шить и ничего не бояться. Вот так, потихоньку, помаленьку, из маленьких лоскутков собираем большое полотно, шьем рукодельный хаос. И сами видите, как-то незаметно мы зашили все лоскутки, и получилась довольно большая заготовка. Конечно, ее надо проутюжить с паром. Аккуратно все подтягиваем и расправляем швы. Остается только придать ей форму. Промеряем заготовку и отрезаем лишнюю ткань. Размер моей заготовки получился 36 на 38 сантиметров. Можно сделать кайму и сшить декоративную подушку. Очень яркую и необычную. А вообще, конечно, это выглядит как картина художника-абстракциониста. Но очень красиво и эффектно получилось. Конечно, не каждый решится шить в такой технике. Результат может оказаться непредсказуемым. В этом-то вся и прелесть. Блоки единственные и неповторимые. Девочки, дорогие мои, вы же понимаете, что я дала вам идею. Шейте, творите, вытворяйте. А свои результаты обязательно покажите в наших группах ВКонтакте и Одноклассниках. Жду вас всех на платформе Дзен. Там сейчас уже есть и весь архив, и новинки. Ставьте классы, пишите комментарии. С вами была Полина. Всем пока-пока и до скорых встреч!